Привет всем! Сегодня мы поговорим еще об одних мифах касательно Украины. Кто не смотрел первую часть, я советую начать с нее, ну а мы идем дальше. К прошлому видео в комментариях верно подметили касательно того, использовал ли Богдан Хмельницкий термин «Украина». Итак, если мы посмотрим на хоругвь Богдана Хмельницкого, то на нем увидим следующие буквы. Что означает Богдан Хмельницкий, гетьман его королевской милости войска Запорожского? Как я и говорил в предыдущем видео, Богдан Хмельницкий был подданным Речи Посполитой. 8 августа 1649 года был подписан Збровский мир между Яном II Казимиром Ваза и Богданом Хмельницким, что стало началом автономии гетьманщины в составе Речи Посполитой. Официальное название гетьманщины – это войско Запорожское. В письмах же к царю Алексею Михайловичу Хмельницкий использовал термин «Малороссия». В дипломатической переписке с Османской империей Хмельницкий использовал термины «Казакия» и «Русская земля». Слово же «Украина» упоминается в основном польских и других иностранных документах. Например, «Украинское панство». Такой термин использовался в тексте Бучацкого мирного договора. Также в польских документах фигурирует слово «украинцы», но речь идет не об этносе, а о территориальной принадлежности живущих людей на данной территории. Ну а вообще значение слова «Украина», откуда оно пошло и так далее, мы подробно расправили уже в прошлом видео. Ну и думаю, с Богданом Хмельницким мы тоже сейчас разобрались. Также, что касается Киева, в то время Киев во времена Богдана Хмельницкого был лишь один из крупных городов, наряду с Черниговым, Полтавой и другими. Столицей же гетьманщины первоначально был город Чигирин. Идем дальше. Составляя план для этого видео, я наткнулся на интересную статью на Википедии. Называется эта статья «Московско-украинская война». В общем, прям такие какие-то неизвестные страницы истории Украины. Итак, что же это за диво-дивная Московско-украинская война? Итак, в статье говорится, что произошла какая-то война между гетьманщиной во главе с гетьманом Иваном Выговским и Московским царством. Также удивительные метаморфозы происходят с теми, кто одержал победу в этой войне. Смотрим текущую версию страницы. Написано «Поражение Московского царства». Смотрим версию этой страницы за 8 мая. Результат поражения гетьманщины. Английская же Википедия отличилась еще больше, так как на стороне Московского царства воевали какие-то монголы. И тут на ум приходят две версии, почему так может быть. Первая – произошло столкновение параллельных миров. Вторая версия – кто-то слетал в прошлое на машине времени и все изменил. Но давайте разберемся, что к чему, что за война такая, что за события были такие. Для начала давайте определимся с топонимами. Термин «Московское царство» – это новодел. В исторических документах есть понятие «Русское царство» и «Московское княжество». Есть еще термин «Московия». Оно означает политико-географическое название московского государства в иностранных документах. Изначально это латинское название Москвы. Позже в западных источниках это название Русского царства. Что же касается данных событий, то они являлись частью гражданской войны на территории гетьманщины с 1657 года по 1687 год. А то, что автор данной статьи называет «Московско-украинская война», на самом деле было Конотопской битвой. Впрочем, это становится понятно, если дочитать до конца данную статью на Википедии, которую автор и писал. Что же касается Конотопской битвы, это одно из сражений русско-польской войны 1654-1667 годов. И да, Выговский действительно одержал в ней победу. Однако победа в битве не означает победу в войне. Если очень кратко, то Россия в русско-польской войне одержала победу, вернул Смоленскую, Черниговскую, Левобережную гетьманщину и Киев. В целом же во время гражданской войны на Украине за эти земли боролись Русское царство, Речь Посполитая, Османская империя, Крымское ханство и эпизодически Швеция. Что же касается самой гетьманщины, то произошел раскол на правобережную и левобережную часть. Одной из причин было то, что Иван Выговский попытался резко изменить внешнеполитический курс гетьманщины в сторону Речи Посполитой. В 1658 году Иван Выговский подписал с поляками Годячский договор, по которому гетьманщина под названием Великое княжество Русское входила в Речь Посполитую
как составная часть, наделенная автономией. При этом польской шляхте и католической церкви возвращалось отнятое казаками имущество. Этот проект был отвергнут Сеймом Речи Посполитой. Что же касается самого Выговского, казаки подняли бунт против него. Народ не желал возвращения польского национального и религиозного гнета. Выговский несколько раз пытался взять Киев, но безуспешно. Позже одержал фактически единственную победу в Конотопской битве. Однако, данная победа никак не укрепила политические позиции Выговского, чей курс на подчинение Польше вызвал большое, как я говорил выше, сопротивление среди населения и значительной части казацкой старшины. Опытные и влиятельные полковники, такие как Иван Багун, Иван Сирко, Яким Самко и другие, выступили против него. Междоусобная война тем временем продолжалась, что привело к расколу гетьманщины на две части – правобережную и левобережную. Сам же Выговский в конечном итоге был арестован теми же поляками за подозрение в бунте, лишен всех прав и привилегий и в итоге казнен. 30 января 1667 года Россия и Речь Посполитая подписали Андрусовское перемирие, что означало, что все земли левобережной гетьманщины переходили русскому царству. Вот что сказать. Вот смотришь на эту историю и прямо видишь эти параллели истории. И видишь, как люди наступают на те же грабли, все те же самые грабли. Но давайте идти дальше. Что происходило после вхождения гетьманщины в русское царство, после раскола, войны и междоусобицы? Я хочу напомнить всем, кто считает, что Российская империя оккупировала территорию Украины. Говорю об этом так, как такие заявления звучат и происходят акты вандализма, как, например, недавно в Полтаве. Во-первых, присоединение гетьманщины при Богдане Хмельницком было добровольным. Подробно об этом мы уже достаточно говорили выше в прошлом видео. И во-вторых, учитывая данное заявление, не совсем понятно, о какой точно территории и городах идет речь. Итак, давайте поговорим о нескольких крупных городах для понимания, что и к чему. Полтава. В 1658 году Полтава стала центром восстания против гетмана Ивана Выговского, о котором мы говорили выше. Город несколько раз подвергался нападениям со стороны союзных с Выговским крымских татар, а в том же 1658 году Выговский сумел взять город и предал его разорению. Многие жители Полтавы были отданы в рабство крымским татарам. В 1667 году Полтава вместе с левобережной Украиной вошла в состав Русского царства. В конце 17 века начинается восстановление и развитие города. На рубеже 17-18 веков Полтава становится одним из ремесленных и торговых центров левобережья. Сумы. В 1658 году Сумы вошли в состав Белгородской линии укреплений, которая защищала южные границы Русского царства от нападений крымских татар и стала центром Сумского слободского казачьего полка. В XIX веке Сумы являлся центром Сумского уезда и административным центром одноименного уезда Харьковской губернии и получил известность как крупный торговый центр. Харьков. Считается, что дата начала основания Харькова – это 1630 год. По сути, это было лишь небольшое поселение на территории Российского царства. После учреждения губернии в 1765 году Харьков становится ее центром. Город стал военно-оборонным и ремесленным центром. Херсон. 18 июня 1778 года российская императрица Екатерина II Великая издала указ об основании крепости и верфи. И уже 19 октября 1778 года были заложены крепость, верфь и город, получивший название Херсон в честь Херсонеса Таврического. Одесса. В древности тут находились античные поселения Истриян и Есияк. Позже на этом месте было расположено небольшое городище Хаджибей, перешедшее в 15 веке под контроль Крымского ханства, вассала Османской империи. 25 сентября 1789 года в ходе русско-турецкой войны крепость была взята штурмом силами отряда русской регулярной армии и черноморских казаков. Годом основания в Российской империи современного города Одессы как военно-морского и торгового порта в Черном море
принято считать 1794 год, когда в 1794 году российская императрица Екатерина II издала рескрипт вице-адмиралу Осипу Дерибасу об основании Гашибеи военной гавани с купеческой пристанью. Николаев. Толчком для развития региона стал выход Российской империи в результате русско-турецких войн к Черному морю. Дата основания города 1789 год. Рождение города связано со строительством первой верфи под покровительством генерал-губернатора Новороссии князя Потемкина. Запорожье. Вообще, датой основания Запорожья считается 1770 год. Однако 27 июня 2014 года депутаты Горсовета утвердили датой основания Запорожья 952 год. Год окончания трактата о управлении империей византийского императора Константина VII, как первого письменного упоминания о существовании городищах на обоих берегах Днепра и острове Хортица. Вот что я могу сказать по этому поводу. С учетом того, что данное городище никакого отношения к современному городу не имеет, я бы предложил найти стоянку каких-нибудь кроманьонцев и объявить дату основания Запорожья где-то плюс-минус 40 тысяч лет до нашей эры. Звучит гораздо круче. Как вариант. Днепр. Современный город Днепр был первоначально задуман как третья столица Российской империи под названием Екатеринослав, после Москвы и Санкт-Петербурга как центр Новороссии. Город был основан в 1787 году во время визита Екатерины II, которая в мае 1787 года заложила первый камень строительства Преображенского собора. До этого времени на территории современного Днепропетровска были лишь небольшие селения. С момента основания города началось строительство и развитие Екатеринослава. В общем, история она такая. И возникает только один вопрос. Те люди, которые считают, что нужно снести в Одессе памятник Екатерине, либо же обливают краской памятник Петру Первому, они хоть сколько-то учили эту историю, что так поступают? Наверное, нет. Но у меня на сейчас все. Надеюсь, было интересно. Продолжение будет.